Вечерний гость на радио Орфей. Сегодня у нас в гостях очаровательная, яркая девушка, пианистка, список побед, который в разных музыкальных соревнованиях весьма впечатляет. А не так давно она стала лауреатом 11-го международного юношеского конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Аксинья Потемкина в студии радио Орфей. Добрый вечер. Здравствуйте. Аксинья, прежде всего хочу вас поздравить с победой на конкурсе. Спасибо вам большое. Я увидела у вас на страничке ВКонтакте пост после финала конкурса, где вы благодарили очень много людей. Тронул меня ваш пост, стольким действительно людям вы сказали спасибо. И мне захотелось поговорить об этом, ведь мы часто видим на сцене музыканта, но не всегда догадываемся, сколько человек стоит за плечами этого человека. Люди, которые его поддерживают, заботятся, вкладывают свои силы, знания. Поэтому давайте, наверное, с этого и начнем, с самых близких людей, наверное, с ваших родителей. У меня чудесные родители, я уверена, что они будут это слушать. Я хочу им передать заранее привет. Я хочу действительно выразить им огромную благодарность за проделанную работу надо мной, как над артистом, потому что все, что вы видите, это заслуга моих родителей, в особенности моей мамы, которая, наверное, воспитала во мне определенную дисциплину. Она действительно необходима для музыкантов. Выработала какой-то навык, когда мне действительно не страшно выходить на сцену, мне это в удовольствие. Вот у меня с детства это было, что каждый конкурс, каждый концерт — это действительно праздник. Мне кажется, не у каждого ребенка будет такой настрой перед выходом на сцену. И я думаю, это из детства идет, и у меня это сохранилось. Мои родители действительно чудесные люди. Спасибо им огромное, что меня поддерживают. Именно вот перед этим конкурсом я получила какую-то невероятную веру в себя именно с их стороны и, конечно, со стороны педагога. Они самые дорогие и близкие для меня люди. Как все сложилось, это благодаря их заслуге, потому что стараться вот вместе со мной верить в меня, как-то проходить этот путь, и они прошли со мной его до конца. И я ощущаю такую прекрасную поддержку, прекрасную какую-то, я не знаю, огранку, что я всегда очень рада и счастлива видеть их эмоции после каких-то конкурсов, после концертов. Для меня это такой же остается праздник, как и для них. Я очень горжусь тем, что меня окружают такие прекрасные люди, и мои друзья, мои знакомые, мои близкие, они выражают и сообщениями, и личными встречами, и какими-то теплыми словами всю теплоту и энергию передают мне. И, конечно, это заряжает, ты окрыляешься, и у тебя появляется еще больше и больше мотивации. Как здорово это слушать. Повезло, можно сказать, да, в какой-то степени? Да, действительно. А у вас родители музыканты или нет? Нет, абсолютно нет. У меня мама не закончила музыкальную школу, то есть она пыталась. Я знаю, что у меня бабушка очень хотела, чтобы моя мама стала пианисткой, и, получается, я воплощаю ее мечты. Как здорово. А про педагога тоже вот вы упомянули. Расскажите тоже, пожалуйста. Я учусь в Центральной музыкальной школе Академии исполнительского искусства, 10 класс. В данный момент я нахожусь в классе профессора, лауреата международных конкурсов Филиппова Максима Владимировича. Я, правда, очень ценю каждый урок с ним. Для меня это огромная честь, наверное, да, заниматься в его классе, получать какие-то необходимые советы. Я всегда люблю учиться чему-то новому. Я считаю, вот этот навык, который нам дан, учиться, он просто необходим. И можно до конца своих дней просто совершенствоваться и набираться какого-то опыта, знаний у именитых действительно профессоров и мастеров. Я каждый урок выхожу на таком порыве. Нет такого, что я устаю и хочется немножко отдохнуть и уже потом позаниматься, проработать все. Нет, мне сразу хочется доделать, доработать те произведения, которые мы прошли на уроке, еще больше учить, еще больше разбирать новых сочинений, расширять свой репертуар. То есть со вдохновением таким, да, то есть это такая энергетика, и действительно я на уроке работаю, отдаю себя полностью, то есть мне хочется вот проживать каждую минуту и вот впитывать в себя всевозможные какие-то советы и потом применять их на практике и воплощать их вот в реальность. Вот, кстати, о проживании тоже хотела с вами об этом поговорить. Послушала, как вы играете, и действительно вот эти эмоции вы как-то очень классно, что ли, другого слова, наверное, сейчас не могу подобрать, можете передать. Вы захватываете своей игрой. Хотелось бы поговорить не только вот о технических моментах. Техника, это, наверное, понятно, да, более-менее. То есть здесь просто
просто оттачивать мастерство, постоянно заниматься, становиться лучше технически. А как вы умеете вот так передавать эмоции, погружаться в произведение, проживать его? Как это происходит у вас? Расскажите. Наверное, я умею очень хорошо настраиваться. Мне кажется, этот навык, он определенно нужен каждому музыканту, именно вот как-то абстрагироваться от всего и думать о сочинении, которое ты сейчас играешь. То есть оно должно быть самым каким-то сокровенно любимым для тебя именно в данный момент. То есть ты должен понимать, что в зале могут находиться зрители, которые либо слышали тебя очень много раз, и, может быть, даже конкретное сочинение во многих исполнениях, либо же слышат тебя впервые, вообще впервые, и ты должен произвести нужный эффект. То есть это еще надо работать, уметь со зрителем и уметь работать со своими эмоциями, со своими чувствами и действительно с волнением. Мне кажется, каждый человек абсолютно волнуется, хоть у меня, как я сказала ранее, это в меньшей степени, потому что для меня всегда это какой-то определенный особый момент в жизни. Мне действительно очень нравится выходить на сцену, но проживать эмоции действительно надо каждый раз, и каждый раз не повторяться. Невозможно же повторить какие-то чувства, сделать их одинаковыми. То есть это будет уже как-то неестественно и неправдоподобно. Зритель должен понимать, что это ты настоящий. То есть ты действительно так обнажаешься, мне кажется, на сцене, что у меня вот сейчас, я говорю, у меня мурашки по телу. Действительно, это я все переживаю на сцене. И вот после 3-го тура на конкурсе я встала, у меня потемнело в глазах, потому что действительно ты, полностью оставил себя на сцене. То есть вот ты сыграл, и это были, вот, мне кажется, все твои эмоции, ты опустошен. То есть понимание того, что да, это был вот 3-й тур конкурса, да, это был большой зал консерватории, да, концерт с оркестром, уже пришло гораздо позже. То есть сначала ты действительно какой-то опустошенный, и действительно хочется заново как-то наполниться, но понимаешь, что нужен перерыв все-таки. А это приятное в какой-то степени опустошение, или это вообще вы не понимаете, что? Мне кажется, да. То есть не приходит какого-то осознания вообще, что происходит. Ты как-то еще мыслями витаешь просто в облаках и понимаешь, что вот если ты такое ощущаешь, значит, все было действительно на высшем уровне. А, Ксения, а как восстановиться после этого? Вот чем заполнить пустоту? У вас как происходит? Наверное, мне помогают какие-то слова поддержки близких, которые оценивают мое выступление, высказывают свои комментарии. И после конкурса я получила очень-очень много восторженных отзывов. Обо мне узнали многие люди. Мне это очень приятно, потому что, как говорил Антон Рубинштейн, артисту нужны 3 вещи. Знаете, какие? Какие? Похвала, похвала. И еще раз похвала. Да. Но это правда. И это особенно, мне кажется, в педагогике работает очень хорошо. Чем больше вас хвалят, тем лучше. Вы да, я знаю, что некоторые педагоги считают, что если много хвалить, то можно перехвалить, и человек перестанет как-то стараться, он поймет, что у него все получается, все хорошо. Так говорят те, которых не дохвалили. Вот, мне и кажется так же. А что делаете обычно после концерта? Вот все прошло, вас поддержали, вы об этом поговорили, потом что хочется? Просто кто-то сидит и просто в одну точку смотрит, да, кто-то идет гулять, кто чем дальше занимается, а вы чем? Тяжело как-то физически просто чем-либо заняться, потому что действительно нагрузка не только моральная, но и физически ты устаешь, особенно после каких-то масштабных концертов, каких-то сочинений. Чаще я люблю прогуляться, может быть, одной, возможно, с наушниками, возможно, и без, просто побыть в своих мыслях. Чаще всего, да, я люблю как-то сконцентрироваться на своей личности, на себе и понять, как-то абстрагироваться от ситуации. А если с наушниками, то, если не секрет, с какой музыкой? В последнее время мне очень близок Сергей Васильевич Рахманинов, так как я его сыграла на 3-м туре конкурса, его потрясающий концерт, который возбудил во мне новые чувства именно на сцене перед его музыкой, и я постепенно как-то еще знакомлюсь, потому что невозможно, мне кажется, охватить все его сочинения, действительно просто багаж у него огромный и потрясающий. И мы в финале нашей беседы обязательно послушаем в вашем исполнении музыку Сергея Васильевича Рахманинова, а пока на волнах радио Орфея Петр Ильич Чайковский «Приглашение к трепаку» исполняет наша гостья, пианистка Аксинья Потёмкина.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях лауреат 11-го международного юношеского конкурса имени Петра Ильича Чайковского, пианистка Аксинья Потемкина. Вы знаете, Аксинья, еще какую тему хотела затронуть с вами? Вот так получилось, что как-то ни с кем из пианистов мы об этом не говорили, об электронном пианино. Вот многие сейчас, я смотрю такую тенденцию в музыкальных школах и покупают детям именно пианолы. Вот как вы относитесь вообще к такому звуку? Меня с детства как-то пугали эти инструменты, то есть мне сказали, что обязательно дома нужен обычный инструмент. У меня сейчас пианино, у меня нет рояля, действительно, он уже в плохом состоянии, то есть он с самого начала моего творческого пути. Там нет половины струн. Ого. Многие просто клавиши уже заедают. Ну, действительно, такие большие, крупные сочинения масштабные, и требуется настройка уже конкретно инструмента, мне кажется, уже надо менять. У многих моих сверстников, каких-то близких людей роялей хочется, конечно, иметь хороший инструмент. Комнатный рояль, да? Да, но все-таки хочется поменять, потому что я уже остаюсь заниматься в школе, так как дома уже, возможностей вот на таком высоком уровне нет. Насчет электронного инструмента я все же придерживаюсь мнения, что не стоит на нем заниматься какой-то длительный период. Все-таки это другое вообще отношение, другое прикосновение. Ты, естественно, меньше как-то уделяешь сил, вкладываешь, потому что нажатие действительно легкое. Понимаешь, что вот когда тебе предстоит играть на хорошем инструменте, а если он еще немножко тяжелый, если его хорошо настроены, то это будет вообще некомфортно, и ты потеряешь самое, мне кажется, главное, это звук, именно вот свою какую-то подачу. А звук, он же живой, да? Да. То есть в моменте колебания струны. Конечно. И электронный инструмент я все равно как-то не могу сказать, что я советую всем. Я знаю, что у моих некоторых знакомых есть электронные инструменты, но, соответственно, у них вообще другие ощущения перед настоящими фортепиано, а в особенности перед роялями. И еще хочется поговорить с вами о популярности вообще музыканта, о том, как себя, давайте скажем, продвинуть, в этом мире, как завоевать популярность, как стать человеком известным в музыкальных кругах. И здесь вот про социальные сети тоже хотелось бы поговорить. Вообще, насколько это сейчас актуально, насколько это важно, по вашему мнению, ведете ли вы социальные сети? А я знаю, что ведете. Расскажите тоже об этом. Да, сейчас музыканты активно ведут свои соцсети, это неотъемлемая часть их жизни. Раньше можно было обойтись и без этого, но сейчас это такая визитная карточка в социальных сетях. Где-то можно послушать полные записи, но сейчас я стала чаще выкладывать какие-то отрывки, потому что люди, у них немножко стало клиповое мышление, мне кажется, и они именно концентрируются на каких-то определенных кусочках, может быть, которые им более интересны, и, соответственно, появляются еще больше охватов и просмотров. Какой-то небольшой, фрагмент? Да, небольшой отрывок или фрагмент. Потом, если им интересно, они переходят на уже полные записи, сочинений и также наслаждаются музыкой. У меня было видео «Этюд Шопена», 4-й из 10-го опуса, запись конкурса. Я выставила, опять же, на свою страницу какой-то фрагмент, но он длится всего 2 минуты, но я выставила минуту, так как там просто определенные рамки. И какой-то музыкальный паблик решил просто сделать репост моей записи, и буквально за какие-то считанные минуты появляется огромное число просмотров, лайков, комментариев, и абсолютно какие-то люди из разных стран, то есть иностранцы начали подписываться на меня, поддерживать меня, и это не только происходило в одной социальной сети, но и как-то в другие они тоже попадали, и мне стало это настолько приятно, что я поняла, насколько же музыка — это язык всех, и все могут понимать на этом языке друг друга. И мне кажется, это бесценный дар и бесценное удовольствие именно этим заниматься. Аксинья, а можно с вами поговорить еще про стиль, про внешность? Потому что вот я тоже увидела у вас очень красивые фотографии, красивые концертные платья. Вот как вы к этому подходите? Расскажите тоже, насколько это важно для музыканта? Ой, я считаю, что это очень важно, именно то, как ты себя можешь презентовать на сцене. То есть ты выходишь, и первое, на что обращает зритель именно, это на твой внешний вид. Концертные платья — это все благодаря моей маме, мы вместе с ней подбираем именно их, и каждому выступлению это, мне кажется, тоже относится по-разному. Я стараюсь как-то чередовать свои концертные платья, обновлять свой гардероб, и все-таки, да, моя позиция такая, что зритель обращает именно на внешний вид, ему должна быть приятна картинка. Музыкант — это не только то, что мы слышим, но это и то, что мы видим. А сколько платьев?
если не секрет? Ну, сейчас вот к большому залу специально было приобретено новое платье. Это был мой дебют в нем, я считаю, достаточно неплохой. Так я не считаю, но немного и немало. А где, кстати, видео можно посмотреть тоже, давайте скажем нашим слушателям, с конкурса Чайковского? Во ВКонтакте, в социальной сети у меня на странице можно посмотреть запись полностью. А, Ксения, после конкурса расскажите, что-то изменилось вообще, может быть, у вас в осознании или в планах, или стали больше приглашать на концерты? Чем сейчас вообще вы живете, чем занимаетесь? Меня приглашают много где выступать. Вчера у меня был концерт. Всегда теперь говорят, что я являюсь лауреатом конкурса Чайковского. Это очень приятно. Этот конкурс дал мне какие-то новые эмоции и новую веру в себя. Я поняла, что действительно, если стараться, если уделять особое внимание, то возможно все. В третьем туре у меня был третий концерт Рахманинова. Он является, мне кажется, королем всех концертов. Действительно, он очень сложный. И я выучила его за очень короткий срок. Я даже не буду называть цифры, потому что когда услышали об этом мои одноклассники, друзья, они переспросили, говорят, что действительно ли ты будешь исполнять третий концерт Рахманинова за столь короткий промежуток вообще времени, чтобы его выучить. А этот концерт, я считаю, требует особое внимание и действительно много времени. Конечно. Чтобы сыграть его действительно хорошо. За месяц выучили? Ну, можно сказать и меньше, вот так скажем. Ого, вот это да. Невозможно, действительно возможно. Если ты этого хочешь, если ты живешь музыкой, если ты просто влюблен в эту музыку, то у тебя получится. И об этом никогда не стоит забывать, мне кажется, каждому артисту, каждому музыканту, что все твои цели, они обязательно воплотятся в реальность. Если ты идешь к этому, если ты делаешь все для этого возможно, то не останавливайся, никогда не бери в голову что-то плохое и не сомневайся в себе, верь в себя до конца, и тогда ты получишь желаемый результат. Какая потрясающая мотивация сейчас для всех, кто нас слушает и тоже стремится к победам каким-то музыкальным. И есть возможность пригласить наших слушателей на ваш концерт ближайший. С ближайшего, это 1 апреля, в Филармонии 2 состоится концерт, где я буду исполнять музыку Сергея Васильевича Рахманинова, 150 лет, его дня рождения. Мне кажется, это очень символично, и действительно такой композитор, что музыкой его хочется наслаждаться, слушать его и как-то проникать ею. И после блиц-опроса мы сразу же будем наслаждаться музыкой Сергея Васильевича. А сейчас готовы ответить еще на несколько вопросов? Конечно. Есть ли музыканты, которые для вас ориентир, пример, люди, которыми вы восхищаетесь? Это мой педагог Филиппов Максим Владимирович. Он для меня действительно является примером, и мне хочется стремиться именно к его звучанию, к его отношению к инструменту. Оно такое бережное, и присутствует в нем такая душевная чистота. Это очень приятно. Действительно, просто очень ценно для меня учиться в его классе. Также мне нравится Евгений Кисин. Я присутствовала на его концерте в Большом зале консерватории, и это было действительно давно, но впечатление очень свежее, и эмоции до сих пор остались от его исполнения именно произведения Сергея Васильевича. Что вам больше всего не нравится в людях? Лицемерие, зависть. Есть ли у вас какой-то ритуал перед выступлением? Да, я всегда перед важными какими-то событиями, то ли концертами, зачетами, конкурсами кладу ноты под подушку. Для меня это обязательный ритуал, наивная детская привычка, но она действительно у меня с детства. Меня, мне кажется, она выручает, мне становится приятно на душе, хоть и ноты иногда мятые, но все равно это очень ценно для меня. Ксения, расскажите какой-нибудь курьезный случай из вашей концертной жизни. Было такое, что в 2015, если не ошибаюсь, году, перед конкурсом в Вологде мне надо было выходить на сцену, я разыгрывалась, была такая банкетка, которая просто поднимается. И так случилось, что у меня попали несколько пальцев под эту банкетку, я прищемила пальцы, а через, несколько минут буквально я играла следующим номером, мне надо было выходить на сцену. Я была маленькая, у меня была какая-то, я не знаю, сумасшедшая реакция, потому что действительно это было неожиданно, и педагог не ожидала, и мама не ожидала, и у всех был какой-то шок. Все-таки. И что делать, да? Да, маленькая девочка, и сразу вот так выходить на сцену, не было такого опыта, скажем так. И я вышла на сцену, играла произведение, я помню, как сейчас, Чайковского, со слезами на глазах, мне было действительно больно, но я говорю, мне так нравится выходить на сцену, что все-таки, мне кажется, эта боль ушла на нет, и я получила первую премию на этом конкурсе. Да вы что? Да. Вот это да. Этот случай действительно мне запомнился. И еще один вопрос. Если бы у вас была возможность
возможность, например, заказать какому-нибудь композитору гениальному произведение, которое он напишет специально для вас. Что бы это могло бы быть? Какой жанр, о чем произведение, какой смысл? Трудно ответить на самом деле сейчас, но это было бы что-то очень масштабное, что-то очень разнообразное, контрастное, с каким-то возможными кипением жизненных сил, душевных красок и очень-очень колоритных, насыщенных гармоний. Ну и напоследок расскажите про увлечения, про хобби, может быть, какие-то, кроме музыки. Я очень люблю читать. Также в 2022 году я поступила в школу юного журналиста при МГУ. Я обучалась там полгода, то есть я посещала и радиожурналистику, у нас были какие-то лекции, и рекламу, и интернет-журналистику. Мне это было интересно, так как я человек, который очень любит учиться. Я повторюсь, как-то набираться опыта и вообще в разных сферах себя пробовать. Мне кажется, это опять же с детства, и благодаря моим родителям мы возвращаемся к началам, которые привели меня ко всему, потому что я занималась очень много чем, и пела, и рисовала, и танцевала. И вот пришлось выбор сделать на музыке. Поэтому я там проучилась полгода. За конкурсом мне пришлось временно покинуть образование, потому что действительно совмещать это тяжело, так как там зимняя сессия, а тут действительно масштабная, серьезная подготовка именно в музыкальной сфере. Аксинья, спасибо большое за эту прекрасную беседу. Я напомню, что у нас в гостях пианистка, лауреат международных конкурсов, а также обладательница 3-й премии на международном юношеском конкурсе имени Петра Ильича Чайковского Аксинья Потемкина. И послушаем музыку Сергея Васильевича Рахманинова, фрагмент из 3-го концерта. Вечерний гость на радио Орфей.